Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому же плохо без вас? Какая женщина тоскует за вами, может быть, страдает? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Вы так настроены на будущее. Вот настолько вы повернулись лицом к будущему, да, вот есть мужчины либо женщины, которые живут прошлым, которые думают постоянно о прошлом, вспоминают, тоскуют, страдают, ну то есть сами себе мозг выносят вот этими вот негативными мыслями, какими-то воспоминаниями. Вы же прошли уже этот этап. Да, у кого-то из вас, может быть, и был такой период, когда вы как-то жили прошлым больше. Сейчас вот у вас, знаете, вот как будто вот калитка в будущее открыта, причем в светлое будущее, да, вот мы видим свет. Сейчас еще у вас есть, ну так, немного, я бы сказала, но есть какие-то вот мысли, которые вам не дают покоя. У каждого это будут свои мысли, у кого-то это мысли, где больше заработать, у кого-то, может быть, гложет личная жизнь, если она не устроенная. Ну, то есть такие моменты, которые очень важны, какие-то вот то ли нерешенные проблемы это могут быть, но проблемы очень важные, да, потому что бывают проблемы какие, ну так, чепуховые, да, вроде бы чепуха, но ее нужно решить. А это что-то такое вот наболевшее, да, вот нерешенное, что вы не можете забыть. Может быть, даже вы за кем-то тоскуете, страдаете до сих пор, но уже с надеждой на будущее, на светлое будущее. Вы человек, который очень ценит семью, семейные ценности. Я бы сказала, что вы любите детей. Даже вот если нету у кого детей, то вам бы очень хотелось иметь ребенка, может быть, даже не одного. Вы очень семейно ориентированы. Для вас вообще вот как-то семья – это тот стержень, да, та помощь в жизни, которая превыше всего, которая должна быть у каждого. Вы так считаете, что человек – это существо парное. Может также проигрываться, что у вас даже вот с детства так родители воспитывали, что какие-то должны быть семейные традиции, да, вот ужин всей семьей вместе, посиделки какие-то на праздники, да, вот именно семейные посиделки. Ну, то есть вы очень такой вот семейно ориентированный, наверное, я бы сказала. У вас также, знаете, вот есть некоторые такие магические способности, я бы сказала. Вы их, в принципе, не развиваете, но я думаю, бывали такие моменты, что что-то такое необычное происходило, вы сами удивлялись. Плюс у вас довольно сильно развита интуиция. Интуиция, кстати, далеко не у всех мужчин развита. Больше она по женской части, больше у женщин развита, ну, мужчин некоторых тоже бывает такое. Особенно это касается водных знаков зодиака. Также, знаете, вот вы как-то в своей жизни, то ли вам попадались такие женщины, то ли это связано с прошлой женщиной вашей. У кого-то, может быть, проиграется даже, что сейчас еще вот вы в отношениях, но это какая-то вот, ну, женщина злая, что ли, да, вот с каким-то скверным характером. Может также проигрываться, что попадаются по жизни вам такие женщины, вот как будто вы выбираете такой типаж, да, вот бывает, когда мужчины говорят, даже вот мне как-то и в комментариях-то некоторые писали, что вообще не знаю, что такое женское тепло, какая-то нежность, забота, да, вот, ну, попадаются такие женщины, которые эмоционально холодные, женщины, которые особо, ну, не проявляют ни внимания, ни заботы, ни тепла. Ну, может быть, там в самом начале отношений, может быть, они пока там еще маску свою не сбросили, то они могут еще там как-то белой и пушистой казаться. Но, как правило, вот какие-то холодные женщины, плюс расчетливые, с холодным таким трезвым аналитическим умом вам попадались.
Вас это не очень радовало, но, к сожалению, уж такой типаж вы сами выбираете. Может также проигрываться, что женщина была воздушного знака зодиака. Ну, дама такая, что ей палец в рот не клади, это точно. Вы ей слово, она вам 10 слов в ответ. Может быть, проигрывается, что вот женщина была, которая, знаете, могла из мухи слона просто сделать. Насколько вот конфликтный какой-то вот ну, зловредный такой человек, да, с которой очень нелегко было строить отношения. Ну, то есть, понимаете, у вас получается, что жизнь-то у вас была довольно-таки непростая. Вот очень непростая у вас жизнь была, вот как-то и с женщинами. Но я не могу сказать, что вам очень так везло. Да, может быть, в самом начале у вас еще были какие-то хорошие отношения, да, в начале отношений. Ну, я думаю, это было настолько так давно и неправда, что вы уже подзабыли, как это чувствовать себя нужным, как это чувствовать себя любимым. Ну, довольно такие вот напряжные были у вас моменты в жизни. Но сейчас уже то, что меня радует, что вы вот открыли свою калитку, да, вот условно говоря, в светлое будущее. Вот все-таки надежда, к счастью, не умерла в вас. Надежда на то, что ваша жизнь наладится. Даже если у кого-то какие-то проблемы сейчас есть, они, как правило, есть у всех. У кого-то больше проблемы, у кого-то меньше. Но все-таки настрой на позитив у вас есть, на улучшение какой-то ситуации. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, да, которой плохо без вас. Давайте-ка посмотрим, что же это за женщина. Это дама, которая, она по жизни как-то вот привыкла вот врать просто направо и налево. Женщина агрессивного склада характера. Она привыкла вот жить так, как ей хочется. Она особо не прислушивается к каким-то советам, да, рекомендациям. Она, ну вот, ну языкатые про таких говорят, да, вот очень активная такая, холодная. Ну я так подозреваю, что это пришла та же самая женщина все-таки, что я описала. Вот, ну точно она мне по описанию подходит, я так думаю. Сейчас вот она в каком-то вот кризисе, что ли, находится. Вот она сейчас, знаете, вот как у нас на 8 мечей, у кого-то может даже проиграться, может быть, она в больницу даже попала. Ну, то есть это какое-то такое, то ли пространство, да, где она находится, либо же она стала какой-то вот, ну, как сказать, временно затворничество какое-то, ну, добровольное затворничество, когда ничего не хочет, никуда не хочет выходить, да. Давайте-ка посмотрим, а что же произошло, почему же она тогда стала затворницей. Ну, кто бы сомневался. Потому что у нее не получается с мужчинами. Она сейчас вот пребывает в какой-то, ну, как бы в депрессии, что ли, да, хоть она по жизни, она вообще активная. Она активная, она такая и сварливая, и активная. Она пребывает в таком состоянии из-за того, что вот у нее не получается строить длительные отношения с мужчинами, причем с мужчинами статусными, обеспеченными. Вот это ее проблема, да. Она надеется на обеспеченных мужчин, их нет. Потому что обеспеченный мужчина, как правило, требует такую же женщину, как он, да, чтобы по статусу более-менее подходила. У него тоже есть какие-то претензии у таких мужчин, предпочтения, да. Она не может, она вот не подходит к таким мужчинам. Но я имею в виду, и по статусу не подходит. Ну, низковата она. Хоть у нее там может быть и корона на голове, но она не дотягивает до таких вот очень обеспеченных мужчин, которых она хочет. Она, ну, как-то вот вообще, ну, не пара, да, вот если по-простому, вот она не пара, вот статусным таким обеспеченным очень мужчинам. Она, да, она может мечтать, она возомнит может о себе, да. Она бывает, если возомнит, то это все, ее уже не остановишь, да, вот корона выше крыши и понеслась. Давайте-ка посмотрим, а почему же ей плохо без вас?
потому что она сейчас вот в таком вот, знаете, состоянии, своего рода какая-то ностальгия, что ли. Вот потому она особо никуда не хочет и ходить, да, вот, ну, дом, работа просто и все. Она от всего, от социальной жизни как таковой, она отказывается. Она вспомнила те времена, когда вам было хорошо. Вот она вспомнила, как вы, знаете, вот любили ее, как вы заботились, каким вот надежным тылом вы, плечом для нее были, да, а сейчас у нее этого нет, у нее, причем кардинальные перемены у нее наступили в жизни. Если вот еще недавно она более-менее так существовала, да, были у нее какие-то романы, то сейчас, вот последнее время, все, у нее затишье полнейшее. И она вот как-то ушла в эти свои воспоминания, ностальгия, да, вот. Она не может найти такого мужчину, который был бы в чем-то вот похож на вас, вот именно в заботе, да, в вашем отношении. Она хочет чувствовать себя вот так же надежно и тепло, как когда-то, очень давно это было с вами. Так. Да, вот именно ей плохо, и плохо без любви. Она вспоминает вот именно то, как вы любили. Я вам скажу, что это своего рода вот, ну, бумеранг, что ли. Вот она сейчас получила то состояние, хотя это даже не то, которое вы пережили. Это, наверное, сотая доля от вашего состояния, потому что у вас было намного тяжелее состояние после того, как вы с ней разошлись. Она вот ждет, знаете, вот мужчину, хотя она все равно, вот если бы попался какой-то, да, она бы не брезговала вот и на два фронта, да, вот. Она бы двойной жизнью жила. Она бы, в общем-то, вела себя, как и раньше. Да, поначалу, как правило, люди одевают маски. Ну, это, в общем-то, во всех отношениях, в основном, да. Люди, даже когда знакомятся, они хотят показаться с лучшей стороны, да, ну вот если по-честному, да, вот, ну каждый это понимает даже сам про себя. Мы когда знакомимся с людьми, мы ведь не показываем какие-то недостатки сразу, да, чтобы не спугнуть просто. Мы стараемся, где-то себя сдерживаем, где-то на что-то закрываем глаза, то есть показываем, какие мы белые пушистые. Это уже постепенно. Понятно, что настоящий характер, конечно, он выйдет наружу, да. Вот и она такая, да, вот она будет поначалу белой и пушистой, но потом она снова, она и на два фронта пойдет, она будет делать все, что ей захочется. Главное вот наладить ее финансовое положение, наладить ее вот это состояние, что ее любят, что у нее есть личный джин, что есть надежный тыл, да, вот как она вспоминает и тоскует, как это было когда-то, да, вот когда сидишь у теплого камина, обнявшись с любимым человеком, это настолько классное такое, да, состояние, которое, наверное, многие или не переживали, или же очень и очень давно переживали, к сожалению. Она, знаете, вот она мысленно почему-то возвращается именно в те моменты, не когда вот вы там ссорились, может быть, а именно в хорошие моменты. Вот такое вот сама себе, наверное, мозг выносит, да, вот, вот этими воспоминаниями. Оно тяжело, ей больно. Она, я даже вам скажу, она понимает, что она наделала много ошибок, но в то же время она понимает, что уже вас она вряд ли вернет. Поэтому ей так и грустно и печально от того. А то, что вы не захотите с ней, то я больше чем уверена, никаких отношений вы не захотите, потому что у вас очень много какой-то злости по отношению к ней. Очень много разочарований, да, вот женщина, которая абсолютно не оправдала ваших надежд, да, вот вы возлагали на нее много надежд, но она это не оправдала. И теперь она сидит как у разбитого корыта и страдает вот за вами, вспоминает ту жизнь, которую она не оценила, человека, да, то есть вас, да, вот мужчину, который ее любил, она не оценила, да, вот. Ведь можно было как-то поговорить, да, даже если есть проблемы в отношениях, я это уже неоднократно рассказывала, в любых отношениях, если назревают проблемы, нужно сесть и поговорить, да, вот золотое правило психологии, всегда все проговаривать.
она это не сделала, она не захотела не поговорить, даже если ее что-то не устраивало в вас, да. Я думаю, любой из вас, вот если бы ваша женщина, ваша бывшая женщина, если бы она села, с вами поговорила, сказала просто спокойно, что ее это, и это не устраивает, да, вот что она вот так и вот так бы хотела. Я думаю, ну, я на 99% уверена, что вы бы прислушались к ней, потому что вы ее любили, да, попытались бы, может, что-то исправить, может быть, и правда ей что-то не нравилось. Но она решила пойти по другому пути. Она не села с вами, не поговорила. Она решила, кто-то пошел утешаться в других объятиях, кто-то врать начал, хамить, грубить и так далее. Ну, то есть такое решение она приняла сама. Да, она, в общем-то, она сделала свой выбор, и теперь она может пенять сама на себя. Да, она сейчас жалеет, она тоскует, она страдает. Ей плохо без вас, да, но она в то же время понимает, что она много накосячила, и вас она уже не вернет. Поэтому, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!